Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня в ролике я хочу вам рассказать про системные требования Cyberpunk 2077, про собственный ноутбук Intel и про первый обзор видеокарты RX 800 XT в исполнении Red Devil. Обо всем этом и о многом другом вы узнаете из этого видео, но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с новостей из зеленого лагеря. Буквально только что стало известно, сколько будет стоить видеокарта RTX 3090 Kingpin Hybrid от компании EVGA. Такую малышку оценили в $2000, а первое время после выхода видеокарта будет доступна только участникам программы EVGA Elite. В саму же видеокарту установили 23 фазы питания, целых 3 микросхемы BIOS, специальный разъем для измерения напряжения и, конечно же, частоту буста до 1920 МГц. Из коробки видеокарта оснащена гибридной системой охлаждения, которая состоит из необслуживаемой водянки и воздушного кулера, а ключевой отличительной чертой новинки является откидной OLED-дисплей на торце кожуха, куда выводится различная информация о параметрах устройства. Но и на этом новости про RTX 3090 не заканчиваются. До сих пор основная часть экспериментов по разгону этой видеокарты, даже если позволяла частоте графического процессора преодолеть планку в 2 ГГц, то отдалиться от нее более чем на 500 МГц не получалось даже при охлаждении жидким азотом. И вот греческому оверклокеру удалось взять частоту в 2880 МГц. Правда, для этого ему потребовался специальный модуль управления питанием, а сама подсистема питания видеокарты 3090 производства Asus, судя по всему, подверглась серьезной аппаратной модификации. Но финансовый директор NVIDIA рассказал, что до сих пор не удается решить проблему с нехваткой видеокарт, а учитывая общие отраслевые ограничения производственных мощностей, может потребоваться еще несколько месяцев, чтобы доступность продукции сравнялась со спросом. Тем временем компания Kaugar анонсировала компьютерный корпус MX440, допускающий установку материнских плат типа размера Mini ITX, Micro ATX и ATX. Такой корпус будет предлагаться в трех вариантах исполнения – MX440A, Mesh RGB и MX440G RGB. Первая версия снабжена пластиковой фронтальной панелью с отделкой под шлифованный металл. Mesh RGB получила сетчатую лицевую панель, а третья модификация – стеклянную. А вот компания NZXT объявила о расширении ассортимента систем жидкостного охлаждения замкнутого типа новыми моделями Kraken X3 и Kraken Z3. Семейство Kraken X3 RGB отличается ярким внешним видом благодаря вентиляторам NZXT AR2 RGB и водоблоку с дизайном подсветки Infinity Mirror. А Kraken Z3 смотрится более солидно и отличается жидкокристаллическим экраном на верхней части водоблока, который способен отразить важные данные о состоянии системы, а также любые пользовательские изображения или анимированные GIF-файлы через фирменную утилиту NZXT Cam. Сами же новинки можно уже заказать на официальном сайте. А на рынке блоков питания наконец-то появилась компания MSI. Она официально представила линейку источников питания MPG-GF, анонсированную в конце лета. В новую серию вошли модели номинальной мощностью 650, 750 и 850 Вт. И все они получили модульную систему подключения кабелей, сертификат 80+ Gold и сопровождаются 10-летней гарантией производителя. В РФ такие блоки пока что не появились, но в Украине у меня получилось их найти, а ссылочки я оставил в описании. Тем временем компания Intel расширила ассортимент фирменных компьютеров NUC, представив первый в этой серии тонкий ноутбук под названием NUC M15. В основе эталонной версии лэптопа могут использоваться процессоры i5-1135G7 или i7-1165G7 поколения Tiger Lake U. Сам ноутбук может оснащаться обычным или сенсорным 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 на 1080 пикселей, а также памятью на 8 или 16 гигабайт. Но неприятной особенностью является то, что выбор того или иного объема АЗУ при покупке будет окончательным, и самостоятельно увеличить объем памяти будет нельзя. Стоимость такого ноутбука пока не называется и будет зависеть от партнеров синих, но предполагается, что он будет стоить от $1000 до $1500. И давайте посмотрим на новости из красного лагеря. Компания Asus написала в своем твиттере, что в течение 2 недель они выпустят биосы под свои платы на 400-х чипсетах. Это позволит установить новейшие процессоры Ryzen 5000 в материнке B450 и X470 от компании Asus, предварительно, конечно, обновив BIOS. Тем временем, один тайский блогер нарушил запрет на публикацию обзоров нерефов RX 800 XT. Он провел тестирование видеокарты в исполнении Red Devil, которую, кстати, официально показали пару дней назад. Каждая такая видеокарта серии Limited Edition имеет свой производственный номер, который сообщает об очень ограниченном тираже новинок в 1000 штук. В случае тайского обозревателя у него на руках оказалась видеокарта, выпущенная под номером 36.
А первым делом он начал, конечно же, разгонять видеокарту, так как Red Devil обещают быть очень хороши в разгоне. Согласно показателям программы GPU-Z, он смог добиться значения частоты работы графического процессора в 2750 МГц в игровом режиме и 2800 в буст режиме. При этом стандартные частоты из коробки для данной модели заявлены в диапазоне от 2090 до 2340 МГц для тех же режимов. При таком экстремальном повышении значения частоты система начала вести себя нестабильно и несколько раз терялся сигнал на мониторе, поэтому он снизил частоты до более приемлемых 2600 и 2650 МГц в игровом и буст режимах. При такой конфигурации систему удалось проверить в синтетическом бенчмарке 3D Mark Firestrike, где RX 800 XT Red Devil показала графическую производительность 56 756 очков при разрешении 1080p. А студия CD Projekt Red раскрыла подробные системные требования приключенческого боевика Cyberpunk 2077. К сожалению, в представленной таблице CD Projekt Red не указывают ориентировочные значения частоты кадров для каждой из конфигураций. Но отчетливо видно, что для минимальных лучей хватит RTX 2060, а для максимальных понадобится RTX 3080. Кстати, они, как и Ubisoft, рекомендуют устанавливать игру именно на SSD. Но многих немного шокировало, что в требованиях для лучей были упомянуты только ускорители NVIDIA, и журналисты моментально задали им этот вопрос. На него поступил прямой ответ, что они работают вместе с AMD, чтобы как можно быстрее интегрировать варианты трассировки лучей для их видеокарт. Однако на запуске игры этого не будет. Так что сравнивать новинки красных и зеленых в трассировке лучей первое время не получится. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!